Криптоэнтузиасты, ну что, приветствую вас на канале. Итак, на данный момент у нас рынок молчит. Ну, в принципе, что, биток неплохо выглядит. На недельке, давайте мы посмотрим, что у нас творится на недельке с биточком. Мы возьмем биток на недельке и посмотрим биток. Также есть некоторые нюансы. Есть некоторые нюансы на рынке, и видно то, что не хотят они делать альт-сезон. И эти нюансы подталкивают на то, чтобы покинуть, конечно же, рынок. Но есть интересные комментаторы, которые говорят, что с текущих будут иксы на монетах. Более чем 100 иксов, каждые альткоины покажут более чем 100 иксов. Не знаю, будет ли так или нет, мы это увидим, история покажет, но по временному интервалу. Что у нас здесь на Windows 7? Я сейчас сижу на Windows 7, здесь у нас... Stock to Flow показывает то, что уже мы в желтой зоне, практически в желтой зоне. Вот если мы это все дело вот так вот увеличим, посмотрим. Вот, смотрите, окраска у нас уже, осталось по временному интервалу еще месяцев так раз, два, три, максимум 4 и все. Будет у нас окраска уже зеленая, а зеленая это уже идет медвежка. Мы видим то, что здесь оранжевая. Нам напоминает это все дело, вот как это было в мае 2021 года, и тут была у нас глубокая коррекция. Сейчас здесь тоже у нас рисуют разные пугалки, что биток типа вот сюда вот вниз пойдет, вот на коррекцию. Но мы этого не знаем точно, пойдет он туда или нет. Мало ли, может еще будет одна волна роста в диапазон 120-130 тысяч долларов по биткоину, вынесут как раз у нас глобальных шортистов и включат альт-сезон. Но может быть такое, что его и не включат, потому как есть некоторые нюансы. По биткоину мы с вами видели то, что у нас есть сигнал. Хэшрибан сдал сигнал, все шикарно здесь у нас так неплохо держится. И на недельке, если мы посмотрим на недельке, то у нас здесь вот на недельке, давайте мы уберем эти объемы, чтобы они нам не мешали. Также мы здесь можем немножко это все дело вот так вот почистить. Есть у нас здесь бычий флаг. Мы вышли с этого бычьего флага. И на данный момент также важный уровень 69 тысяч долларов. В принципе, он нам уже не нужный. Есть здесь у нас восходящий канал. Само собой, есть вот бычий флаг. Также давайте мы здесь вот это все вот так вот сделаем. Мы вышли с этого бычьего флага. Сейчас у нас происходит ретест верхней части данного бычьего флага. Вот у нас ретест. И по всей видимости, наверное, мы все-таки увидим еще какое-то движение по биткоину. Я думаю, что все-таки мы можем прийти в диапазон 130 как минимум. Многие, конечно же, аналитики говорят, что мы уйдем на 200 тысяч долларов, но нам нужно сначала увидеть 130 тысяч долларов, а потом уже говорить за каких-то 200 тысяч долларов. Мы еще даже не добрались к диапазону цены 115 тысяч долларов. Уже не говоря о каких-то там, я не знаю, там 200 тысяч баксов. Итак, глобальный канал, вот, нисходящий, бычий флаг, вышли, ретест, это на недельке. Также у нас локально присутствует восходящий канал. Идем в восходящем канале. Все в пределах здесь у нас нормы. И на данный момент вот здесь вот мне напоминает вот этот участок с этими двумя неделями коррекционными, как это было вот здесь вот. Вот мы, допустим, 14 октября, 21 октября, 28 октября и дальше вышли в новый ценовой диапазон. Вот похожая ситуация, как было вот здесь. Вот здесь аналогичная ситуация у нас похожая. Мы уберем этот канал, вот, восходящий локальный. Также уберем вот эту вот линию, она нам не нужна. Ну и, конечно же, блоки. Блоки мы с вами выделяли. То, что здесь 98, 96 мощнейший блок. Самые максимальные объемы здесь проторгованные. Дай бог нам, чтобы хотя бы этот блок мы удержали. И в дальнейшем просто движение было вверх. Также с текущих мы можем погрузиться на медвежку. Вот с текущих мы можем погрузиться просто на медвежку. Но я в это особо не верю. Думаю, что мы все-таки пойдем вот сюда. Вот. Диапазон 150 мы так вот сюда вот направляемся. Дай бог, дай бог. Когда мы сюда можем прийти, никто, конечно же, толком не знает. Может, это будет осенью.
2025 года, может это будет летом 2025 года, мы пока этого не знаем. Но наша цель хотя бы вот здесь вот увидеть, чтобы был хороший альт-сезон, нам нужно вот сюда вот подойти, к этому диапазону. Вот к вот этому диапазону нам нужно подойти. Сейчас ситуация немножко похожая, как было вот здесь вот, да. Тоже мы вышли, вот к хаям подошли. Здесь была коррекция, откаты, и потом через недельку полетели просто вверх. Просто вверх. К концу 28, вот, получается конец октября, начало ноября, и мы просто полетели вверх. Это было у нас здесь прикольное состояние рынка. Дай бог, чтобы и сейчас такое же самое произошло. Доминация биткоина потихоньку начала откатывать, но это так, все локально. 2 июня, вот 2 дня у нас доминация откатила. И мы, конечно же, подошли к трендовой линии. Вот черная линия у нас есть трендовая. Мы подошли, опять же, к этой линии. Она берет свое начало еще буквально с 14 мая. Вот у нас раз подходили касания и 2 подошли. Дай бог, мы уже здесь пробьем это все дело. И здесь может быть такое, что сформировали отскок дохлой кошки. Дай бог. Есть некоторые нюансы. Есть некоторые нюансы, потому что у нас нету альт-сезона, и его может такое быть, что и не будет этого альт-сезона. Также доминация стейблкоина USDT. Вот у нас такой вот медвежий флаг. Здесь у нас пошла отработочка, но притормозили все это дело. Посмотрим, будут ли дальше снижать или нет. Мы это будем с вами наблюдать пристально. Да. Ой, позихаю капец, блин. Спать хочу, всю ночь не спал. Просто всю ночь не спал. Не выспался, просто капец. И, в принципе, что? Самый важный показатель. Лонги. Лонги и криптоэнтузиасты. Лонги по эфириуму у нас закрываются. Закрываются и закрыли уже практически, смотрите, 50% лонгов уже закрыто. Вот зеленая линия, это будет у нас 50% лонгов у нас закрыто. Лонги закрыли, а эфириум не растет. Смотрите. Вот у нас первый паник сейл, это у нас 465 тысяч битков заморожены в лонгах по эфириуму. И мы уже к этому паник сейлу приходим. Дальше, следующий паник сейл мы можем отметить вот этот вот будет у нас. И еще такой значительный вот этот вот. Тут у нас были какие-то типа проторговки, там туда-сюда. Подбираемся к первому паник сейлу. Даже не к первому, а уже к второму, потому как второй паник сейл у нас был вот здесь вот. Даже у нас здесь и индикатор есть, сейл отработал. Вот. Что у нас по поводу индикатора? Давайте посмотрим на битке. Что у нас здесь? Был сигнал на покупку на недельке, на продажу пока сигналов не было. Дальше посмотрим дневку. Сигнал у нас был на покупку, на продажу, на покупку, на продажу. Все, больше не было никаких сигналов ни на покупку, ни на продажу на дневке. Ну, на 4-часовике это уже так более тут шумный индикатор. Можно просто торговать, там купил-продал биток и все, больше ничего не делать. Вот так вот. Ну, в принципе, что? На недельке самый важный показатель. Есть сигнал на покупку, нету сигнала на продажу. Вот. На покупку есть, на продажу нету. Будем ждать, смотреть, посмотрим, что у нас получится с этим всем. Лонги по эфиру у нас закрываются. Как ни крути, но эфириум показал, конечно же, тренд. Он показал тренд. Эфириум USDT. Давайте посмотрим эфир USDT график. Как ни крути, в рынок у нас зашли институционалы, крупный игрок. И тут уже, конечно же, не те движения, которые кто-то там мечтает за какие-то движения. То, что мы, в принципе, кучу иксов будем получать. Как ни крути, для крупного игрока, вот смотрите, 93%, 2 икса. Тяжелый альткоин, эфириум показал 2 икса. Все, лонги можно закрывать, в принципе.
Все, на этом всем закончился весь альтсезон. То, что альткоины там у тебя в портфеле ничего не показывают, это твои проблемы, и все. Это так считается. Но будем надеяться, что все-таки эфириум глобально здесь у нас видно, что он рисует по бычьи, видно флаг такой вот он вырисовывает. Вот у нас, если мы посмотрим, то у нас здесь все, структура такая вот по бычьи выглядит. Надеемся, что мы пробьем эту все-таки лабудятину. И выйдем выше. Вот ценовой диапазон. Выйдем все-таки вот так вот сюда вот выше. Вот сюда вот в принципе выйдем. Здесь мы вот так вот походили. Пробьем этот все-таки бычий вымпел и уйдем выше где-то в диапазон 3-3500. За этим всем делом у нас, конечно же, подтянутся альткоины. И, конечно же, лонги по эфиру еще позволяют нам делать эти движения. Давайте мы посмотрим лонги по биткоину, что у нас тут творится. Лонги по биткоину. Биток лонг. Смотрим биток лонг. Ну, здесь уже конкретно криптоэнтузиасты, смотрите. Ну, блин. С 1 числа, ну, просто уже пробиваем все паник-сейлы. Бычка завершается. Вот. Биток полностью прикрыли практически все лонги, которые были набраны еще с декабря 2024 года. Как ни крути. Как ни крути. Еще остается одна надежда, то что все-таки мы пробили вот эту вот трендовую линию по биткоину и уйдем к вот этим вот целям. Вот красная, еще одна красная. Вот. Но ситуация очень тяжелая, конечно же. Я буду ориентироваться на вот эти вот лонги по эфириуму. Если мы здесь закроем максимально все лонги, то буду готов покинуть рынок. Все. То, что есть там какой-то результат на портфеле, то пускай себе и будет. Что не получилось взять, но с этим нужно будет смириться. И нужно понимать, что цикл крипторынка подходит к своему завершению. Метрика Stock to Flow нам показывает то, что здесь уже все дело подходит к своему завершению. 520 дней после халвинга битка у нас припадает на 20 сентября 2025 года. До сентября у нас еще остается примерно 3,5 месяца. Рост могут какой-то показать, но нужно понимать, что не нужно падать в эйфорию. Бычка по биткоину длится уже более чем 3,5 года. Криптоэнтузиасты. Бычка по биткоину длится более чем 3,5 года. Открываем месячный график и смотрим. Смотрите. Бычка уже здесь. Мы уже здесь на хаях. Осталось недолго. И просто можно будет застрянуть здесь и уйти на медвежку. Риск очень большой. Прибыль тоже вроде бы как должна быть. Но риски очень большие. Биток показал практически 600% роста. Что вы еще хотите от биткоина? А весь рынок двигается за битком. Будем, конечно же, пристально наблюдать. У нас осталось, я думаю, что 4 месяца до конкретного паник-сейла. Некоторые говорят то, что у нас альтсезон будет осенью. Не знаю, посмотрим, конечно же, что у нас будет там осенью или не осенью. Но ситуация не очень такие хорошая. Вот так вот. Эфириум показал 2 икса, 50% лонгов у нас прикрыто. Притом я, когда снимал видео, говорил, что интересный момент у нас получается. То, что здесь лонги набраны намного больше, чем... Вот смотрите, здесь у нас набирались лонги буквально с марта... Вот, с января 2024 года набирались здесь лонги. Альткоины показали сильнейший рост в марте 2024 года. Дальше, лонги набирались с лета, и альткоины показали слабее рост в декабре 2024 года, чем это было в марте. А сейчас у нас лонги набраны намного больше, чем вот буквально осень 2024 года. И альткоины вообще ничего не показали. Вообще ничего не показали. Даже 2 икса каких-то не показали. Если здесь альткоины показывали примерно 10 иксов, тут показывали 5 иксов, то тут у нас выборочно может какой-то альткоин и показал 2-3 икса. И то какой-то шлак. И фишка в том, что обычно зачастую шлак отстреливает в конце бычьего цикла. А мы видим то, что отстреляли всякие там альпаки, хреняки, блин. Короче, такой шлак уже отстрелял, что мама не горюй. Что он просто даже, ну,
в голове не вкладывается, что это бы стреляло. И это уже попахивает завершением бычьего цикла. Я, конечно же, могу ошибаться, но графики нам говорят совсем другое, а мы ощущаем совсем тоже другие чувства на этом рынке. Вот что. И тут будем следить, смотреть, но я думаю, что еще осталось буквально до середины сентября, а там уже просто непонятно, что будет. Какие у вас мысли по рынку? Что вы думаете? Будет ли продолжение роста или нет? Никто, конечно же, не знает, будет ли рост или не будет. Знает только сам манипулятор. Вот что. Да, никто, конечно же, не знает, будет ли рост на этом рынке или не будет дальше, какое у нас будет продолжение. Мы этого не знаем. Что будет дальше, никто не знает. Никто не знает. Но есть еще, в принципе, у нас время до сентября. Да. Вот, в принципе, вот так вот. Я не знаю даже, что у нас дальше будет. Будет ли у нас продолжение роста или нет, но не хочу тоже нагнетать негативные обстановки. Но ситуация очень плохая, очень плохая. Мы с вами не видим того самого колоссальнейшего роста по крипторынку. И нету притока капитала. Нету притока капитала. Что происходит? Что происходит? Интересный комментарий тут нам один человек написал. Давайте-ка мы его посмотрим. Что ты забыл в крипте, если не можешь выдержать просадку полгода? Пишет человек. Полгода я не могу выдержать просадку. Ты же не перестаешь покупать еду, если видишь увеличение цены на 20-30%. Ну смотри, я в рынке уже с 2021 года. И видел я намного более, чем ты, допустим, увидел за полгода. У нас тут просадка идет глобальная. У нас тут просадочка не за полгода идет. Вот что. И интересный момент. Пишет он. Все альты с текущих дадут минимум 50-100 иксов, потому что общая капитализация на уровнях хая 2021 года, а должна сделать минимум 2 икса, и это 6 триллионов долларов. Доминация биткоина должна снизиться до 40-50% минимум, а то и до 30-40%. В таком случае мы увидим по 100 иксов минимум на абсолютно всех альтах. Или альткоинах. Закупайтесь. Вот. Я хочу тебе сказать одно, что никто нам ничего не должен. Это самое важное. На этом рынке никто ничего не должен. Что там капитализация должна что-то еще сделать. Нужно учитывать разлоки монет, выходы новых монет. Вот что. Типа, продай мне свои монеты по дешевке. Но если ты хочешь что-то прикупить, можешь пойти по стакану ударить и прикупи себе там арбитрумы, соланы, зекасинки, суи, шмуи. Все, что хочешь, можешь прикупить, в принципе. Выздоровления тебе, спасибо. В принципе, если нет усугубляющих факторов, то замена и все будет пучком. Ну, есть, конечно, некоторые факторы. Кому нужно покидать, Трамп пусть покидает, или BlackRock, они что-то не спешат покидать. Может, ты просто не то понимаешь. Может, я не то понимаю, но есть цикличность на этом рынке, и она пока что у нас не сломлена. Что полностью закрыли? Нет, не полностью. На 50% закрыли лонги. Есть у нас некоторая цикличность на этом рынке, и она пока не сломлена. И мы же, конечно же, ориентируемся на этот рынок по поводу цикличности. Вот. Цикличность у нас говорит о том, что пик будет где-то примерно середина августа, сентябрь. Осталось чуть-чуть. Но мы не видим роста. Смотрите, как интересно получается. Альтсезон зачастую длится 6 месяцев. Памп месяц-полтора и распределение 4 месяца. Ну, блин, мы уже должны расти, а мы не растем. Также у нас в июне будет заседание ФРС, это тоже хорошо. Это тоже хорошо. Также у нас есть сигнал хэш-риббонс на битке. Будем надеяться, что будет волна роста на битке. И будет волна роста на альте. Интересный момент, хочу я вам сказать. Есть интересный момент на биткоине. Хэш-риббонс, открываем, да, смотрим. Если на месячном мы можем посмотреть, у нас здесь было раз,
2 сигнала. В прошлом цикле у нас было на месячном 1, 2, 3, 4, 5. Но нам интересна неделька. Открываем недельку и смотрим. 2 сигнала раз есть. И смотрим прошлый цикл. Мы видим с вами то, что в прошлом цикле хэш-риббон четко отрабатывал. Смотрите, у нас был сигнал в июле 2022 года. Потом был сигнал в ноябре 2020 года. Вот ноябрь 2020 года. И был сигнал вот здесь вот на коррекции, когда была коррекция. Китайский запрет, все, на битке капитуляция произошла майнеров. Есть сигнал четкий на недельке, покупай, биток отработал. Также по данному индикатору мы видим красную зону, можно продавать. И фишка в том, что хэш-риббонс никогда не давал сигнал, когда погружались на медвежку. Вот что. Не было такого ложного сигнала. Ну, допустим, вот здесь вот хэш-риббонс не дал сигнал, да. Февраль 22 года не было сигнала на битке. Также вот здесь вот июнь 22 года не было сигнала на битке. Сигнал на битке был только строго на дне. Строго на донышке. Вот у нас был сигнал на битке. Строго на донышке. Есть сигнал, покупай биток. Все. При погружении на медвежку, вот так вот сюда мы погружались, ни единый раз сигнал хэш-риббонс не давал сигнал. Даже ложный, не ложный. Да, можно было вот здесь засветить сигнал, а тут, допустим, продать. Но этого не было. Был вот здесь вот сигнал, когда была конкретная капитуляция майнеров. Здесь была просадка 50% по биткоину. Здесь был сигнал. И здесь он отработал. У нас, в принципе, 2 икса по биткоину отработало. 137%, даже более. Вот. Хэш-риббон четко отработал. И то, что мы здесь вроде бы как будем погружаться на медвежку, ну, у нас есть сигнал хэш-риббонса. По истории он никогда не давал ложные такие вот сигналы. А здесь он есть. Вот сигнал. И мы можем предположить, что мы с текущих не погрузимся на медвежку. Все-таки биток должен уйти в диапазон 150 тысяч долларов. И вывезет все-таки у нас эфириум, вывезет альткоины. Все, что хочешь, может быть. Но есть еще один нюанс. Мы можем увидеть этот рост не до сентября. Мы можем этот рост увидеть, допустим, осенью 2025 года. И до осени 2025 года альткоины могут, конечно же, здесь у нас скорректироваться. Полностью закроются все лонги по эфириуму, например. Опять начнут их набирать. Но нужно понимать, что набор лонгов по эфириуму длится не 1 месяц. Здесь у нас длилось, например, сколько? Здесь мы длили, ну, здесь было более чем 3,5 месяца. Практически 4 месяца были наборы. Здесь мы можем, допустим, июнь полностью закрыть, боковить июль и август, начать набирать лонги. Набирают лонги до сентября-октября и потом раскачивают альту, например, в ноябре, в декабре, в январе, в феврале, уже 26 год. Начало, ну, конец 25 года, начало 26-го. Тоже может быть такой вариант. Тут нужно будет смотреть. Но фишка в том, что сидеть в альте, когда все лонги закрыты, вот смотрите, быстро закрылись лонги, буквально у нас они были закрыты, 8 декабря. И что мы увидели с этого момента? Мы только увидели падение и коррекцию альткоинов. Все. Я думаю, что я, например, если вот здесь будут закрыты лонги, я, например, сокращу позиции до 80%, 15% оставлю на случай туземуна. Если только начнут набирать лонги, опять потом перезайду. Вот, в принципе, у меня такая вот стратегия, что я хочу сделать. Если закрывают лонги вот сюда, ниже вот этого вот блока красного, который я отметил, или мы придем в этот блок, я сокращу свои позиции по альткоинам на 85%. Там есть в плюсе альта, есть какая-то в минусе, но я потом дождусь точки перезахода, потому как альта будет просто-напросто с текущих корректироваться. А корректироваться есть ей куда. Посмотрите на Пепу, на график глобально, на Суи, на Солану, на Аптос. Он даже еще и не падал, Аптос. То, что мы там падали с 20 долларов на 5 долларов, это не падение. Мы можем уйти ниже зоны листинга. А А16Z это может сделать, утворить это все. В принципе, вот так. Ситуация сложная. Что вы будете делать, интересно, напишите в комментариях под видео. Какая ваша стратегия? Как вы думаете, что будет дальше? Я, например, свои мысли высказал. Если вам понравилось данное видео, максимальная поддержка, лайки, подписки, комментарии. Нужно поддержать телеграм-канал, YouTube канал,
Есть телеграм-чат, мы там общаемся. Заходите, welcome to you. Вот. Вот такие вот, в принципе, друзья, дела. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба.